Замечательно, входит и выходит. И я вам сейчас это покажу. Тают, летает. Спасения от них нету. Ну, вы знаете, как они называются. Друзья, лето настало. Настало время жары. Для того, чтобы поговорить о чем, будем выбирать одежду для наших камер, для наших фотоаппаратов и для нашей техники. Какие же скрытые и необходимые требования к сумкам для фотографий? Пропитанной полью, кровью и потом фавионочек. Ну, о том, о чем я говорил на протяжении всех своих видео, если вы смотрите. Мы разберем, какие материалы, какие формы главенствуют в 2023 году и что самое перспективное. Обязательно посмотрите плейлист про сумки и про рюкзаки. Как же сделать так, чтобы вы не заблудились в трех соснах или березах? Фавионыч вам поможет разобраться. Попробуем с вами пройти этот путь. Сумки вашей мечты, друзья. Мы говорим сегодня об, во-первых, экологичных сумках, во-вторых, о сумках, которые вам действительно понравятся, друзья. Чем отличается Домки от остальных производителей? Удивительная так называемая durable. То есть это ткань, которая парусина. А вы знаете, что нагрузка на парус гигантская, поэтому это канвас пропитанный, прошитый великолепно. Все сумки и те, которые сделаны из кордуры, очень плотного плетения, это кордура как минимум 1000-я. И все сумки Домки до сих пор выпускаются. Где? Первая моя сумка. J220, 10 лет. Вот этой сумке лет 15. Я брал уже ее не новую на аукционе. Это тоже сумка, сделана в Америке. Сумка вот этой серии, F-серии, легендарная серия Джима Домки, она внутри уже имеет мягкий отсек. То есть инсерт дополнительный, никакой к ней покупать не нужно. Он не съемный, друзья, он вшит. Это преимущество и недостаток. Специально положил на песок, видите, и эти сумки стираются в стиральной машине и практически вечные. То есть никаких проблем с этой тканью не возникает после стирки. Единственное, что становятся они еще дороже, еще лучше за счет того, что выцветают на солнце. И получает вот такой очень красивый винтажный вид. Я немного модифицировал ее. Здесь вот кожаный такой 50-х годов отстегивающийся ремешок для камер. А именно для фотоаппаратов, это для камер. Все сумки Домки имеют фурнитуру UKK. Самая лучшая японская фурнитура. Ну и внешний вид, сами понимаете. И легендарный ремень Домки, он у меня весь стерся. Здесь стоят антискользящие резинки. Я их практически все распотрошил, потому что ремню, я говорю, что больше 15 лет. Но тем не менее, до сих пор все это выглядит великолепно. Так каким же образом выбрать, друзья, форму, которая вам подходит? Честно говорю, друзья, на этот вопрос ответа не существует. Поэтому форму выбирайте сами. Это может быть вертикальная конфигурация параллелепипеда, горизонтальная конфигурация или просто квадраты. Ну, куб так называемый, гиперкуб. Давайте рассмотрим на примере сумки вот такого формата. Их называют иногда планшетами. Прямоугольные сумки, но плоские с этой стороны. Планшеты почему? Потому что они открываются и позволяют вам, во-первых, закрыть от дождя, от снега этим планшетом. Во-вторых, если у них есть дополнительная молния, опять эти разлетались везде. Ну что хотят, то и делают. То вы, соответственно, можете сюда с открытой молнией получить доступ к вашей технике. Это первый вариант. Потому что я вам покажу, что эти сумки позволяют вам пристегнуть к поясу. Здесь вот в этой сумке дополнительные два крепежа, которые позволяют вам пристегнуть вот так сумку, когда вы идете в какие-то длительные переходы. Уменьшаем размеры. Следующий размер повторяет практически все то же самое, только в меньшем варианте. Если предыдущий вариант предусматривал объективы, зеркальную камеру, или две камеры, или больше, форм-фактор вам понятен. То здесь предполагается, что внутри лежит одна камера, компактная, или зеркальная камера, один объектив. Возвращаясь к технологиям, предыдущая версия сумки была из канваса, это парусина, натуральный материал, хлопок пропитанный полью, кровью и потом фавионочек. То здесь это современный материал, это уже более современная кордура. Это, кстати, первая моя Домки, которую я купил лет 10 назад. Действительно очень уникальная сумка. Это серия «Журналист». Мы к ней позже вернемся, друзья. Обратите внимание, тот же самая конструкция, но в этой сумке нет молнии, закрывающей основной отсек. Здесь только
основное отделение, которое защелкивается на вот такую клипсу. И если в этом случае можно сказать, что сумку нельзя назвать экологичной с точки зрения звука для животных, видите, открываю, здесь стоит липучка вот такая. Ее всегда слышно. Это, возвращаясь к недостаткам сумок, которые имеют вот такой, так называемые липучки. Дальше. Эта сумка, конечно, тоже плечевой вариант. Она может использоваться как вот в таком варианте, полуслинге. Очень удобная. Но я вам показывал. Тоже этот формат предполагает пристегивание к ремню. Здесь есть отдельный вот такой штуковина, которая позволяет вам пристегнуть ее к ремню. Это второй вариант. Это не все, друзья. Если вы думаете, что это все, нет. Если вы возвращаетесь к более компактным камерам, то у вас появляются вот такие сумки. Они были в 90-х годах, 80-х. Это супер компактные, когда появились первые цифровые камеры. В данном случае это подсумок от компании. Не будем говорить, что за фирма. Если вы думаете, что это не сумка, вы ошибаетесь, друзья. Это сумка. Это сумка. Вы уже, в принципе, все поняли. Тоже пристегивается к ремню. Но при желании удлинитель поставить и на шею пристегнуть вот так. Можно при желании пристегнуть вот сюда. Что я частенько делал. Что я делал, не буду говорить, в лесу. Если вы думаете, что на этом все заканчивается, но видите, формат тот же самый, планшетный. Но кроме того, что эта сумка, ну, как скажете, что в нее поместить? На самом деле, друзья, еще как поместить. Потому что здесь есть отдельные отсеки. Здесь есть сетчатые, здесь есть карманы, наружные вставки. Поэтому здесь у меня лежат масса аксессуаров. Ну и дальше следующий уровень, друзья. Но это уже в сумке будущего, мы к ними позже вернемся. Этот формат, эта форма планшетная, она чрезвычайно популярна до сих пор. И практически все производители делают такие сумки, даже с вариантом, где инсерты. Но про инсерты мы поговорим в следующем видео. Не могли раньше, понимаете? Я имею в виду сумки, которые делают хорошие инсерты. Замечательно, входит и выходит. Если вы напишите в комментариях, что вас еще интересует, мы обязательно поговорим и продолжим про эти сумки. Друзья, наверняка вы заметили, что я нахожусь в такой жилетке, в которой огромное количество карманов на молнии. Здесь у меня помещается все и штативы. Так вот, я не случайно надел эту безрукавку, так называемую, потому что она является практически копией того аксессуара или одежды, который выпускает компания Домки. Это так называемый жилет Домки. Его знают все фотографы мира, он тоже продается. Надеюсь, что мы с вами разобрали практически все детали по сумкам, но некоторые детали я, конечно, упустил. Не случайно, не специально, но для того, чтобы вы написали в комментариях, что вас еще интересует в технологиях Домки и была ли у вас когда-либо опыт общения именно с этими сумками. Придется подождать. А с вами был Фовяныч, друзья. Желаю вам удачных снимков и чтобы техника чувствовала себя в отличной одежде.